Приветствую всех любителей турбореактивной тяги и турбовальных BMW. Сегодня продолжается токарка на канале. Делаю строго по чертежу муфту. Это недостающее звено, чтобы наша турбовальная бэха наконец-таки поехала. Хватит баловаться, нужно доводить проект до логического завершения. Я уже со счету сбился, сколько здесь было серий. Но могу сказать одно, что было их очень много. И хотелось бы уже закончить проект все-таки, друзья. Очень хочется поехать. Я здесь уже забазировался, и токарная обработка идет полным ходом. Нужно немножко подобрать этот торец. Деталь небольшая, я думаю, удастся быстро сделать. Какое-то кривое сверло. Пока что вот так выглядит деталь, токарка закончена. Нужно нарезать шпонку и нужно нарезать зубья. То есть она должна будет вставляться вот сюда. Только проваливаться и больше не проворачиваться. Она будет передавать крутящий момент. Всего будет 12 пазов, глубина 4 мм, ширина 5 мм. Сейчас поставлю на поворотный стол и мы попробуем профрезеровать. Посадка на рабочий вал сделана с натягом. Вставляется на горячую, либо можно напрессовать болтом. Здесь есть резьба. Ну а снимается двумя болтами. Видно, уже есть отметины. Я уже пробовал 3 раза туда-сюда гонять. Так сказать, разрабатываю. Немножечко промасливаем и фрезеруем пазы. Сначала 12 пазов, потом буду смотреть, где еще снимать металл. Потому что фреза десятка, этого будет мало. После первого прохода получилась вот такая деталь. Нужно дальше точить, потому что вот эти участки должны быть шириной всего лишь 5 мм. Иначе не зайдет. Вот так по-простому все настраивается. И процесс продолжается. Самое интересное, друзья, что на ЧПУ, если мы, конечно, не говорим за обрабатывающий центр, который от 17 миллионов рублей стоит, такая операция на обычных ЧПУ портальных недоступна. Потому что это сталь, нужна большая жесткость. Честно говоря, и этому станочку не особо хватает жесткости. И не зря я взял такую маленькую фрезу, десятку. Потому что если бы взял больше, уже бы могло и вырвать из патрона, например. Ну и вообще шатание бы наблюдались бы всего вот этого вот стола фрезерного. А так потихонечку процесс идет. Хоть шкала здесь и хитрая, но я уже адаптировался. Вот вам и весь ЧПУ, ребята. Затратил прилично времени, чтобы обточить ее и довести до этого состояния. Вот так она выглядит, друзья. Давайте попробуем вставить. Осталось совсем уж немножечко напрячься, сделать шпонки. Хочу сделать пару шпонок вот сюда. И на вал. И можно будет окончательно собирать. Один пазик уже сделал, выглядит неплохо. Развернул на 180 градусов. И сейчас буду делать второй. Шпоночка вот такая, друзья. 10 на 10 миллиметров. 2 штуки будет. Получилось таки. Далее, естественно, нужно сделать такое же в ответной детали. Честно говоря, один паз я уже сделал. Вот так вот он выглядит. Делаю за один проход, то есть на всю ширину паза. Заточил резечек. Резечек, кстати, очень хорошо работает. Мягко врезается. Здесь полукруглая кромка. Из-за этого врезается очень мягко. Чтобы точно развернуть на 180 градусов, воспользуемся вот таким вот маленьким нехитрым устройством. Это маленький пузырьковый уровень. Разворачиваем патрон. Ставим уровень вот сюда. И центрируем, ребят. Вот сейчас получается, мы патрон повернули на 180 градусов. Надеюсь, точно получится. Ну вот, когда все настроено, можно уже, собственно, начинать долбать паз. Выглядит это вот так. Подводим резец, прицеливаемся и потихонечку продвигаем его. Добавляю по 5 соток всего лишь. Получается, что нужно сделать в таком режиме где-то 100 проходов. Сейчас дорежу, покажу, как заточен резец. Крайне удачно получилось. При 10 миллиметровой ширине мягкое врезание. Никуда не уводит.
Вот такая стружечка получается. За один проход одна стружинка. Эти шпонки из R6M5. Ну, просто другого прутка квадратного у меня не было, друзья. Поэтому будет из быстрореза. Шпонки точно не сомнет. В таком виде получается. Зазоров по бокам не замечено нигде. А это очень хорошо. Ну а вот тот самый резец, друзья. Сделал по-быстрому. Из той же самой R6M5. У меня несколько таких пруточков есть. 10 на 10. Приварил тик сваркой. Центр резца, получается, находится на оси шпинделя. И он ни вверх, ни вниз, а четенько делает шпоночный паз. Так, как надо. Можно несколько таких резцов наделать и пользоваться. Ставится без прокладок, без всяких. Четко подобрал. Все, вот так вот мы прижали. Вот они, следы прижима. И погнали долбить шпон-паз. Все, пошла окончательная сборка некоторых узлов. Буду закручивать все болты, контрить все шайбы. Накрутил кольцо, и нужно его зафиксировать, чтобы оно само по себе не открутилось. Сделал маленький гужон, завинчу его туда. Все, теперь это стопорное кольцо, которое удерживает подшипники от выпадания, никуда не денется. Ну а чтоб не открутился гужон, предусмотрена, собственно, вот эта деталь. Когда она сядет, она не даст ему выкрутиться. Все продумано, короче. Далее делаем вот так. Здесь у нас тоже будет стопорное кольцо на резьбе. Его тоже надо стопорить. Многие требовали сделать проставочное кольцо между наружными обоймами подшипников. Но, друзья, у меня здесь задумка маленько другая. У меня здесь регулируется шайбой, а шайба законтривается. Вот он гужон, и он законтрен тоже от выкручивания керном. Все, шайба, она не будет раскручиваться. Зазор выставлен. Здесь я остановился на величине 0,2 мм зазорчик. То есть вот вал, он немножко там гуляет. На случай теплового расширения и прочих таких вот неприятностей. Всех так интересует, будет ли сцепление. Основную корпусину, как можете заметить, я уже прикрутил на все болты. Так, ну а с этой стороны будет маховик и сцепление. Все как положено. Вот он, мой комплект. Лишние тяжести нам не нужны. По многочисленным просьбам подписчиков обновляю поверхность маховика. Также мы его еще немножечко облегчим. Есть небольшой подпаленный участок. Сцепление немножечко подгорало. Вот оно. Попробую еще снять немножко. Может быть, уйдет. Облегчаю по максимуму, но не экстремально. Вот что получилось. Так, потихоньку прикручиваю. Захотелось посмотреть, какое получилось биение. Было 5 соток. Ну, сейчас где-то в каком-то одном месте почему-то прыгает до 2 десяток. Ну, а так везде ровно. Для того, чтобы правильно установить сцепление, выточил вот такой интересный шаблон. Одним кончиком он вставляется вот сюда. Вот так. Ну а тот диаметр, что побольше, входит вот сюда. На диск сцепления. Теперь что мы делаем, друзья? Мы кладем диск. Мы его никогда ровно не угадаем. Сверху ставим корзину. Теперь вставляем шаблон, центрируем. То есть это как бы копия первичного вала, грубо говоря. После затягивания болтов все легко вынимается. Эта штука больше не нужна. Муфту также установил в свое рабочее положение. Вот, собственно, и весь механизм. Пойдем внедрять его на бэху. Нужно забрать с этой коробки выжимной подшипник. Потому что он должен стоять в этой коробке. Сейчас основная задача закрепить весь механизм. У нас уже что-то вырисовывается.
Отлично! Самая большая проблема выровнять и прикрепить. У меня пока даже нет плана в голове, как я это буду делать. Но от этого много чего зависит. Чтобы не вырвало у нас коробку с мясом. Итак, самое страшное позади. Установил 2 кронштейна. Сцепка будет жесткая. Это мне нужно для последующих проектов, друзья. Ну и как я вам обещал, мы будем делать сейчас какие-никакие холодные прокрутки. До горячих дела не дошло. Все-таки маловато здесь места, чтобы установить газогенератор. Придется выпиливать лишнее, убирать вот здесь металл. Здесь, кстати, колхозная балка какая-то установлена. В общем, нужно будет убирать. Ну а коробка уже очень жестко установлена. Можно даже ногами постоять, попрыгать. Все очень крепко. Уже немножко запылилась ласточка. Ну ничего, мы это дело поправим. Если поставить на первую передачу, то можно попробовать 2 пальчиками сдвинуть автомобиль с места. И это при учете, что одна из передних шин полностью спущена. Ну что, попробуем на первой. Как я и говорил, 2 пальчиками. Оп, все, пошло. Даже одним. Не, одним трудно. Вот так, друзья, она и двигается. Уже, можно сказать, какие-то прокрутки пошли. То есть нужно довольно-таки скромное усилие, чтобы сдвинуть ее с места. Без всяких проблем. Если я отпускаю, то вот что происходит. Идет обратная раскрутка. То же самое происходит, если на передаче пытаться ее сдвинуть с места. Да что там первая? Давайте сразу 4-ю воткнем. Так гораздо тяжелее, но тоже идет. Короче, жесть. Зверь-машина. Для тех, кто совсем уж не в курсе происходящего, здесь будет стоять турбореактивный двигатель, который будет крутить эту турбину до 50 тысяч оборотов в минуту. Сейчас этот двигатель стоит в багажнике автомобиля, и его почти совсем не видно. Но он по-любому перенесется вот сюда, нужно только лишь немножко выпилить место под него. Так что такие дела, ребят. Бэшка потихоньку собирается. У меня на этом все. С вами был Игорь Негода. Кому интересно следить за проектом, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.